Дамы и господа, приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Всем доброго утра, доброго времени суток. Утренний кофеек. Куда сегодня едем мы? А едем мы в очень интересное место. Вообще, за мою практику подобные выезды были, но ничем особо примечательно интересным они не заканчивались. Тем не менее, сегодня мы отправляемся на частное фермерское угодье, которое закрыто для посторонних. Копатели постоянно пытаются проникнуть туда по сведениям владельца. Но у нас есть такая возможность. Вот пригласили нас. Будем сегодня ходить на закрытой территории, ехать далеко. Север, получается, северо-восток Калининградской области, ближе в ту сторону. Копатели постоянно туда пытаются, да, Антох? Ну, говорят, да. Проникнуть. Не пускают их. Не пускают. Сегодня все увидим воочию. Даже не представляю, какая там обстановка в этой локации. Но по карте дома были, да, Антох, какие? Да, там поместье вроде как такое-нибудь. Даже поместье. Прямо воды, да. Вода рядом, поэтому. Речка рядом бежит. Так что я думаю, будет очень интересно. Не переключайтесь, подписывайтесь, смотрите с нами, путешествуйте, отдыхайте, отвлекайтесь от повседневной рутины. Приятного просмотра вам. Город Краснознаменск, река Шишупа. Там внутри красиво, кстати, так достаточно. И вон уже и аисты сидят. Приехали на место дислокации. Андрей Андреевич, хозяин, встретил нас. Беседочка такая, сейчас кофейку попили. Здесь озерцо. И пойдем. Внизу два поля. Вполне возможно, скоро здесь будет такой туристический комплекс большой, куда можно будет приехать, отдохнуть душой и телом, как говорится. И даже, возможно, покопать. Идем к одному из полей. Какая красота, ребята. Батюшки мои. Так, а вот здесь у нас место, где была скважина. Судя по всему, очень и очень глубокая. Было здание, стояли насосы. Вода подымалась и по поселку разводилась. Сейчас походим вокруг. Здесь посмотрим. Ребят, первая находочка уже у нас есть. И посмотрите, Первомай из песочка. Никакой пропаганды, только история. Посмотрите, какой сохран. Он из песка. День труда. 34-й год. Красота. Копаем дальше. Да, вот что значит не копали, да, Антон? Сигнал, да? Ага. Следующая находка. И у нас цинковые 10 фенигов. Состояние очень радует, потому что почва песчаная. Вообще зачет. Вообще такой сигнал был, ребят, и смотрите, что вылетает. А я уже вижу, что это крышечка велозвонка.
чуть-чуть у основания лопнувшая. Здесь сектор отсутствует. Сейчас почистим ее и посмотрим. Посмотрите, какой красавец, друзья. Вообще шикардос. Эмиль Анграбейт, производитель, и поселок Пелькатен. Кайф. Все. Так, что-то у Антона вылезло. Пойдем снимать. Зажигалка, что ли? Дымка идеальная. Вау! Да, вообще шикардос. Друзья, вот что значит не копано. Посмотри, на ней даже блестит гравировка. Шикарно. Вообще. Скажи, Антон, курил бы, восстановил бы и пользовался, да? Я не курю. И вам не советую. Сокол, да, по-моему, или кто это? Антон, как ты говорил тогда? Краснохвостый кто-то, сокол или ястреб? Кто они? Ястреб, да, какой-то. Красота. Ну, прилетел тоже. Ребят, чудеса да и только. Сигнал на сигнале. Не зря Андрей Андреевич копателей 20 лет уже не пускает на эту территорию. Посмотрите, что творится. Значок. Югент. Посмотрите, сохран какой. И главное, застежка целая. Сейчас я почищу, еще там может и клейма видно будут. Я уже вон вижу даже что-то кругляшок. Вообще просто. Вон там РЗМ, видите. Вот так вот. Копаем, копаем, копаем. У Антона отличный сигнал, друзья, и звонит будильник. А знаете, почему будильник звонит? Потому что как раз в данный момент должно происходить солнечное затмение. Ну, солнце я вижу, да, оно какое-то овальное слегка. Но так, чтобы было оно затменено чем-то, пока не могу сказать. Ну и музыка у тебя на будильнике. Посмотрел. Что ты там выкопал? Поток какой-то. Опять ты курительные какие-то эти. Да не курю Покажи, я, ё-моё, покажи. нахрен мне нужны. Может ты куришь, может при... Ничего не курю. Зажигалки, курилки. О. крышки. Трубки вот эти, которые часто попадаются рядом с домами. Пойду к железу отнесу. Там дальше 3 или 4 скелета бараньих лежат. Волки наведывались недавно, загрызли скотину домашнюю. Волков здесь много. Вон Антоха что-то ковыряет. Там дорога шла. Вероятно, там дорожные сигналы. А здесь раз дом, и вот тут дом был. И между ними дорога туда уходила тоже. У Антония находка. Что-то про Наполеона III говорит. Сейчас посмотрим. Вау. 1856. Как на Залесье, помнишь, я находил убитую тогда, да? Можно ведь выходить. Самое главное, что сохран. Удивительные земли, И вообще удивительные. песочек. Антохий Чиханте. Пришел Биг Энтони, он же Ибрагимус, Антониус. Смотрите, ребят, бах, 2-копеечника взял, грошевика взял, 20 грошей, да? А. 2 копейки. Это такая мультинациональная дорога. Такое мы уже встречали, ребят, в охотничьих местах. Да, где кстати. вот охотились, там в Славском районе подобная И история. золотишко.
Да, Антон кричал там золото, золото партии, говорит. Копейка. Я там тоже фенингов приподнял. Ты ее что, в рот брал, что ли? Она такая Взял. блестящая. Может, золотая после победы, ограниченная версия. Потом проверим. Подписчики напишут потом, какие-то же они дорогие, да? Ну какие-то там, да, я читал, есть дорогие варианты. Все, понял. Антоха вон там альбертинку выкопал не так давно. И у меня сигнальчик был, друзья. И посмотрите, что. О, это интересная штука, друзья. Это старенькая. Блин. Иногда они попадаются. Сейчас почищу. Почистим с вами. Это может от книжки даже, от какой-нибудь или что-нибудь такое. Он хвастается своей находкой. Смотрите. Это у нас Наполеончиком хорошо смотрится. Да. Альбертинка. В позолотке была. Молодец. Надо вот мою почистить. Прикольно. Но она куда-то инкрустировалась в кожу или в дерево куда-то. Похоже на меч какой-то. Как, может, значок это даже? Ну, это старенькая штука. Совершенно точно. Зачет. Пришли на другой дом. Здесь на запашке уже. Вот, цветной сигнал сразу. И бочковые самоварные дела. Так, ребят, мы маленько пообедали. Теперь выдвигаемся вот по этой старой дороге. Будем идти по ней и до следующего поля. Там спустимся. Попутно будем прозванивать дорогу. Возможно, что-то будет. Все, уже первые весенние цветочки. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Просто. Женской половине аудитории посвящается весна. Немного в сторону от дороги. Ребят, вот и серебро пожаловало. Ну, сохран, конечно, это вроде Монтана. Ну, сохран просто шикарнейший. Просто шикарнейший. Посмотрите. Вообще красота. Что там, Антох? Что-то блестит. Смотри. Змея, ё-моё. В натуре. Что это такое вообще? Башка змеи. Ну-ка, дай я посмотрю. А год сейчас какой? Год змеи или нет? По-моему. Слушай, затмение, змея, год змеи. Да что такое-то, а? Сплошная мистика. Открывай свою хабарницу. Это где получше находки, в маленьком кармашке, я правильно понимаю? Или нет? А лучше вот. Ага. Элитарные. Давай. Неплохой наборчик сегодня собирается. Блин, Вот такая вот пластика. Металлопластика. Бронза в позолоте. Какой-то декор был, видимо. И вот с таким наборчиком мы вышли на финишную прямую сегодняшнего выезда. Антона очень порадовала вот эта вот наполеоновская французская монета. Попадалась уже подобная нам
в прошлом году. Причем она довольно затертая при хождении. Альбертина. Другие цветные находки, зажигалка была интересная. Вообще набор монет достаточно разнообразный, но это за счет дороги, потому что сам дом, судя по всему, не был сильно богатым, проживали в нем фермеры. Вот, смотри, пап. Второй или первый сигнал. Посмотри, какой маленький будет картина. Это охотничек какая-то. Ой, ребят, накопались просто. О! Да. Коп на закрытой территории. Находки вот такие. Очень порадовал. С первых сигналов сразу. С первых сигналов с нами. Так что, друзья, благодарим всех за просмотр. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. У кого проблемы с YouTube, на Дзен переходите. До новых встреч. Всем пока. Знаешь, как это? Шел день 1165, а мы все в дороге. Да, мы все едем. А погодка-то уже, друзья, меняется. Уже завтра так солнечно и радужно не будет. Завтра уже дождик обещают. И потихоньку начинает натягивать тучки. День 1126. Мы все в дороге. Заколебала эта дорога.